Всем привет! Сегодня хочу немного рассказать о фиалках. На видео фотографии нашей фиалки, которая сейчас цветет у нас на кухне. Информация взята с сайта www.sadsproект.ru. Фиалки – комнатные растения, которые любят многие люди. Другое ее название – сенполия. Фиалки есть практически в каждом доме, ее предпочитают выращивать из-за красоты и легкого ухода. Как комнатное растение фиалку стали выращивать только в начале 20 века, но за это время ее полюбило большое количество цветоводов. Фиалка цветет почти круглый год, возможно, из-за этого она и симпатизирует цветоводам. Но для продолжительного цветения нужно правильно ухаживать за растением и соблюдать все правила его содержания, что сделать достаточно просто, так как фиалки неприхотливы. Цветочные магазины в настоящее время предлагают для выбора большой ассортимент фиалок. Множество различных расцветок лепестков, форм листьев и размеров этого красивого цветка порадуют любого. Но это, конечно же, гибриды, предназначенные только для дома. Виды фиалок и среда их обитания. Фиалку выращивают как домашнее, так и садовое растение. В начале ее изучения зарегистрировали всего 20 видов этого цветка. На сегодняшний день еще вывели много новых сортов, разделяющихся по расцветкам, форме листочков, по своим размерам и различиям в соцветиях. Существуют бахромчатые соцветия и махровые. Окрашенные они могут быть по-разному: одноцветные, многоцветные, с каймой или узорами, сочетать в себе несколько различных оттенков. Есть ампельные виды, у которых стебли ветвистые и на них собрано мало соцветий. Благоприятной почвой для фиалки будет рыхлая и питательная земля. Они не нуждаются в большом количестве воды и освещения. Уход за фиалкой в домашних условиях. Очень долго этот цветок считали капризным и требующим особого ухода в домашних условиях. Но на самом деле это не так. Уход за комнатной фиалкой практически не отличается от выращивания других комнатных растений. Соблюдая все правила и учитывая особенности выращивания, можно получить хорошо развивающееся и размножающееся растение. Какой уход должен быть за фиалкой? Во-первых, это правильный полив. Во-вторых, это создание оптимальной почвы для роста растения. И в-третьих, обеспечение достаточным освещением и приемлемой температурой. Освещение и температура. Фиалку необходимо размещать в хорошо освещенное помещение, но без прямых солнечных лучей. Если горшок с фиалкой устанавливается на подоконник, то нельзя, чтобы ее листья касались стекла. Некоторые цветоводы для дополнительного освещения устанавливают лампы с дневным светом в комнату, где находятся растения. Таким образом, цветы находятся на свету по 15-16 часов в день. Летом температура для фиалок составляет 20-24 градуса Цельсия, а зимой 18 градусов. Сквозняки противопоказаны для этого растения. Но, однако, они требуют кислород, поэтому их нужно выбирать в другое место при проветривании помещения. Полив. Заливать их нельзя, им требуется умеренный полив 2 раза в неделю. Но необходимо смотреть за влажностью в помещении и корректировать частоту полива. При цветении растения поливают осторожно, не заливая соцветия водой, а также им вредно в такой период опрыскивания. Это может привести к различным болезням. Следящим уходом считается полив с поддона, в который погружены горшки с фиалками. В поддон для такого метода насыпают влажный песок или торф, керамзит или речную гальку и ставят в него горшок с отверстием внизу для свободного проникновения влаги. Почва для фиалки. В домашних условиях уход должен быть приближен к их естественным условиям произрастания. Комнатные фиалки любят, чтобы почва была рыхлой и питательной. Приемлемая почва для этого растения – смесь чернозема, листовой земли, торфа и песка в пропорции 5:3 к 1. Если фиалка подлежит пересадке, то в горшок на дно нужно выложить слой керамзита или гальки, для того, чтобы не было застоя воды, что приводит к заболеваниям растений. В почву дополнительно можно добавить древесный уголь и сфагновый мох. Корни у фиалок находятся в верхнем слое почвы, поэтому для них достаточно невысокого горшка 6-9 см в диаметре. Если использовать горшок меньшего диаметра 3-4 см, то корни плохо будут развиваться, растению будет тесно, нужно будет его чаще пересаживать, что будет препятствовать развитию и хорошему росту растения. Спасибо за внимание. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Пока!